Всем доброго раннего утра, друзья мои. Перед вами лесные духи, лес. И заговор, который я вам подарю, касается тоже леса, поскольку в этом заговоре все направлено к хозяину тайги, к медведю. Я дарила вам заговор от зверя, оберег. Ну и множество других заговоров, которые помогут вам для того, чтобы уберечься от диких животных, от бродячих собак и прочее. Но поскольку уже зима заканчивается, снег тает, и к весне, естественно, медведи начинают просыпаться. Это очень опасно для людей, которые живут рядом с лесом, которые живут в тайге. И подобный оберег, он очень нужен для того, чтобы спокойно даже ехать мимо леса спокойно, потому как физиология медведя – это вам не лев. Если лев не сможет зайти в машину, то медведь, он так уж устроен, да, его физиологическое устройство такое, что он может разбить стекло. Перед медведем не могут устоять ни забор, ни какие-то там иные запретные, скажем так, приспособления. Это грозный зверь. Если кому-то кажется, что он такой косолапый и неуклюжий, очень ошибаетесь, потому что он может вас догнать за пару секунд, невзирая на его огромный вес. Вырубает леса, вырубает тайгу. Медведю деваться некуда. Медведю приходится выходить на большую дорогу и клянчить еду. И самая большая ошибка людей в том, что они кормят медведя. Кормят, не задумываясь о том, что они приучают медведя к попрошайничеству. Медведь должен бояться людей. Так вот, самая большая ошибка состоит в том, что выходят водители, кормят медведя. Снимают на видео, показывают, это очень интересно, собирают лайки в Ютубе. Но они не понимают, что медведь должен бояться человека. Если приучать его к тому, что человек – это тот, который дает пищу, понимаете, в следующий раз медведь выйдет, подойдет, неважно, медвежонок, годовалый медвежонок вполне может порвать ребенка и взрослого человека. И вот в следующий раз медведь выходит, а там не дают еду. Нападает на человека. Поэтому должен быть естественный отбор. Как бы вам ни хотелось, как бы вы ни жалели их, не приучайте. Пускай они добивают свою пищу сами. Вырубает леса, но природа, она мудрая. Она находит им иное, скажем так, иной выход для них. Еще есть такой момент, такая тонкость. В советское время егеря или охотники по заказу государства регулировали популяцию медведей, то есть уменьшали их время от времени. И это делалось вполне законно по заказу государства. Им еще и платили за это деньги, еще они шкуру забирали себе и прочее. А сейчас это запрещено. То есть убивать, стрелять медведей запрещено. И популяция уже ненормальным образом развивается. Понимаете, это зависит от местной власти, от губернатора, например, насколько он человек, насколько он заботится о своем крае, о людях. Или он тот человек, которому абсолютно наплевать, что там и как будет. И вот сейчас отстрел медведей от 5000 до 15 тысяч, смотря какой регион. А люди, которые получают зарплату 10-15 тысяч, ну как они могут себе это позволить? Никак. То есть получается, что популяция растет, еды на всех не хватает. Понятное дело, что они выходят уже в селение, они прям уже в города выходят, они выходят на большую дорогу, и это очень опасно. И много случаев нападений медведей на людей.
Остановились ночью, на секунду вышли. Не местные, не понимают опасности. Напали. Шли мимо леса, напали. Доехали мимо леса, вышел огромный медведь и напал на машину. Просто начал бежать рядом с машиной, кинулся, разбил стекла, еле успели унести ноги. А могли и не успеть. Понимаете, разные ситуации, поэтому подстраховать себя именно от хозяина леса, как его мы называем, да, хозяин тайги, от этого бурого, косолапого, неуклюжего, который за секунду может догнать человека. Есть различные правила сосуществования с медведями. Ну, охотники это знают немного. Например, скажу, что медведи, если идете в лес, лучше взять с собой собаку. Собаки чуткие, сразу чувствуют их. Они очень хитрые животные. Невзирая на их размер, они могут вас обойти, понимаете, и напасть со спины. И очень много так ужасающие раны, когда смотришь, там раны, разорванные тела. В общем, это все вот Миша, наш Михаил Потапыч, который, собственно говоря, символ России. Он есть зверь, это его инстинкт. А мы не должны нарушать его покой. Потом медведи любят, то есть быть на виду. Имеется в виду, что он должен понимать, что ты его видишь. Все время человека, который показывал выживание в дикой природе, он все время говорил, что если ты чувствуешь, что где-то он там есть, нужно громко говорить, чтобы он понимал, что ты знаешь о его присутствии. Тогда он не рискнет. Хотя, честно говоря, это непредсказуемый зверь, и можно все правила изучить и стать жертвой медведя. Притвориться мертвым и прочее, но не всегда получается, когда человеку наносят такие жуткие раны и настолько больно, человек... У него инстинкт, в любом случае, хочешь не хочешь, он даст знать, что он живой. Так что уж лучше подстраховаться, чем уже потом как бы пожинать эти результаты, плоды. И если вы знаете, что в этих местах бывают медведи, не рискуйте, не надейтесь, не будьте высокомерны, не будьте нерассудительны, не оставайтесь в этих местах, особенно с детьми, в палатках ночуют, потом удивляются и получают жуткие увечья от медвежьих лап. Итак, оберег от медведя. Начитать нужно, когда вы подходите к лесу. Вот не зайдя в лес еще, читайте этот оберег, оставьте сладости или фрукты лесным духом и идите в лес. Или проезжая мимо леса, если это опасная зона. То есть задобрите лесных духов, попросите, и только после этого идите уже по этой тропе. Итак, подойдя к лесу, оставляйте откуп лесным духом. Сладости. Можно водку, рюмочку, можно вино. Каждый раз оставляйте подношение, и лес будет к вам благосклонен. Вы не заблудитесь, не встретитесь с волком, не встретитесь с медведем. И в целостности, и в сохранности вернетесь обратно домой. Итак, читать нужно 12 раз. По числу знака зодиака и по числу месяцев. Духи леса, меня с добром примите, от медведя сберегите, ярость медвежью на цепь посадите, тропой далекой от меня ведите. Воде и огню вместе не бывать, так и медведю со мной рядом не стоять. Я не мясо, я живая душа. Не я говорю, а духи леса приказывают медведю подальше от меня держаться. Это моя тропа, и только моя. Заклято. Еще раз. Духи леса, меня с добром примите. От медведя сберегите. Ярость медвежью на цепь посадите. Тропой далекой от меня ведите. Воде и огню вместе не бывать, так и медведю со мной рядом не стоять. Не я, я не мясо, я живая душа. Не я говорю, а духи леса приказывают медведю подальше от меня держаться. Это моя тропа, и только моя, заклята.
Духи леса, меня с добром примите, от медведя сберегите. Ярость медвежью на цепь посадите. Тропой далекой от меня ведите. В воде и огню вместе не бывать, так и медведю со мной рядом не стоять. Я не мясо, я живая душа. Не я говорю, а духи леса приказывают медведю подальше от меня держаться. Это моя тропа, и только моя. Заклято. Применяйте этот оберег, как и другие обереги, они вам помогут жить долго и быть здоровыми. И берегите свою жизнь и жизнь своих родных, не рискуйте. Лес, конечно, это красиво, волшебное место, но в любом случае бывайте в проверенных местах. Не углубляйтесь, если лес вам не знаком. Ну и читайте оберег. Задабривайте лесных духов, чтобы они вам помогали. Всем удачи!